Это странное состояние, которое возникает в момент пробуждения или засыпания. В этот момент невозможно пошевелиться или что-то сказать. Человек чувствует, что кто-то или что-то давит на грудь, душит и тащит вниз. Всем привет! Как часто вы сталкиваетесь с кошмарами? Падаете с небоскреба, убегаете от монстра, видите покойника, который желает вам что-то сказать, а то и вовсе позвать за собой. Я предлагаю разобраться в данном вопросе. Сегодняшняя тема нашего ролика – кошмары и их скрытый смысл. На первый взгляд, начало ролика может показаться совсем безобидным. А как вы думаете, что снится другим людям? Я часто просыпаюсь ночью и вижу, как что-то падает на меня с потолка. Это могут быть пауки, змеи, веревка, даже сам потолок. Я всегда вижу одного и того же черного демона. Прошло много лет, поэтому я уже не боюсь. Такие описания приводят люди, страдающие от регулярных ночных кошмаров. Как известно, страшные сны посещают нас в третьей фазе сна. Это глубокий сон без сновидений, который наступает через 30-60 минут после того, как человек засыпает. Циклы сменяют друг друга на протяжении всей ночи. Известно, что у детей фаза номер 3 повторяется чаще, поэтому ночные кошмары обычно снятся в юности. Сновидение – это наш тайный мир, в который мы попадаем, отправляясь в царство Морфея. В этом мире мы можем безо всяких препятствий летать, путешествовать, встречать людей и неведомых животных. Таким образом, наша психика получает тот эмоциональный и телесный опыт, которого нам так не хватает наяву. Именно поэтому нам часто снятся люди, с которыми мы хотим, но по каким-то причинам не можем быть рядом. Мы часто видим плохие сценарии, ссоримся или выясняем отношения. Это может означать, что у человека стоит запрет на проявление агрессии, и с помощью сна он высвобождает негативные чувства. Благодаря сновидениям мы осуществляем фантазии и мечты, на которые в жизни никогда бы не решились, а во сне переживаем эти эмоции с минимальным риском для себя. Ночные кошмары – это нарушение сна, выраженное в негативно окрашенных сновидениях. Ночные кошмары мешают полноценно отдыхать, ухудшают самочувствие и снижают качество жизни. Какие могут быть причины возникновения? Множество людей искренне желают узнать, почему им снятся кошмары. Этот вопрос достаточно объемный и тяжелый. Как известно, во сне наш мозг перерабатывает информацию, реагирует на сложные эмоции и конфликты. В психологии сон рассматривается как важный процесс, отражающий бессознательную жизнь человека. Поэтому кошмар может быть ответом психики на стресс или травматическое событие, например, смерть или болезнь близкого, ситуации насилия и беспомощности, угрозы жизни или физическому благополучию человека. Также кошмар может быть следствием острого внутреннего конфликта или проблемы выбора, стоящей перед человеком. Дополнительным фактором риска является личная история ночных кошмаров. Если в детском или подростковом возрасте человека беспокоили страшные сны, шансы на то, что это случится с ним повзрослевшим, выше. Возникновение кошмаров может быть связано с созданным дискомфортом, например, неудобная кровать, духота в комнате, громкая музыка за окном или прием пищи перед сном. Переутомление и алкоголь также будут влиять на ваши сны. Стрессы, например, ссоры с родными, посттравматический синдром, комплексы и страхи, некоторые хронические заболевания, употребление наркотиков, физические и психоэмоциональные перегрузки, проблемы с дыханием, черепно-мозговые травмы, прием некоторых лекарственных препаратов, у которых могут быть побочные эффекты, лунатизм и наследственность. Кстати говоря, то, что было в начале ролика, это был сонный паралич, а не полноценный сон. Это состояние, которое возникает на грани яви и сна и характеризуется временным параличом при сохраненном сознании. Вот почему тогда я мог открыть глаза, но не мог сделать ни одного движения. Большинство людей хотя бы хоть раз в жизни испытали на себе такие кошмары, как смерть и мертвецы во сне, катастрофы, катаклизмы, стихийные бедствия, болезнь, получение травмы, сон, когда вы убегаете, бежите изо всех сил, но это происходит очень медленно, и есть опасения, что вас прямо сейчас догонят. А как вы считаете, явный сон с четверга на пятницу – это вещий сон? Сбудется ли он?
Зачастую множество людей отмечало, что когда им снился кошмар, в котором их зубы ломаются, то в ближайшее время кто-то из их друзей или сами люди заболевали, а то и хуже, умирал кто-то из ближних или дальних родственников. Но к пониманию кошмаров можно отнести миллионы теорий. Я все же предпочитаю сохранять, наверное, нейтралитет и верить в то, что сон всего лишь связан с внешним проявлением жизни на человека. Сон — это короткий фильм, который не окажет никакого весомого воздействия на жизнь, ведь человеческая жизнь всегда под контролем его самого. Представьте, каково было подросткам из знаменитого фильма «Кошмар на улице Вязов», где как только все засыпали, к ним тут же являлся обезображенный Фредди Крюгер с лезвием на перчатке. Я думаю, если бы сны воистину имели власть над нашей реальностью, то все люди давно уже были богатыми, летали на драконах и телепортировались туда, куда им захочется. Хотелось бы рассказать про один случай, в котором человек почти лишился жизни. Как мы ранее перечислили, наркотические вещества влияют на сон, в котором видятся кошмары. Представьте, насколько сильно это может изменить сознание человека, что в какой-то момент он проснулся и продолжал считать, что ему снится кошмар. Он думал, что за ним гонится демон, который говорил ему, что он должен спрыгнуть с балкона, что это единственный способ избавиться от этого кошмара. После чего человек, чье имя мы называть не будем, побежал в лифт своего дома, поднялся на 13-й этаж и сбросился с балкона. К счастью, скорая помощь помогла сохранить жизнь человеку, но, увы, теперь он прикован к инвалидной коляске. Мораль здесь очень проста. Не употребляйте запрещенные препараты. Не пейте алкоголь, а если и пьете, лучше в малых дозах. Ваше здоровье, как физическое, так и психологическое, напрямую связано с вашим сном, и приснившиеся кошмары могут пагубно влиять на ваше здоровье и поведение. Стремительно подходя к завершению нашего видеоролика, стоит поговорить о том, возможно ли вылечить себя от кошмаров. Обращаться за профессиональной помощью стоит в случае повторяющихся кошмаров, когда сами они не проходят, когда сны начинают негативно сказываться на вашем эмоциональном состоянии. В большинстве ситуаций необходимо определить основную причину и справляться с ней. Что касается специальных способов, то в последнее время все шире используется репетиция мысленных образов, которая помогает пациенту через работу с психотерапевтом сделать сон менее страшным или тревожным. Это происходит в течение нескольких сеансов и с максимальным сохранением сюжета основного сна. Например, если человеку снится, что его преследует странный мужчина, который идет все быстрее, то можно представить, что этот мужчина все-таки догоняет его, но спрашивает что-то безобидное, скажем, как пройти в библиотеку. А если кошмар связан с необходимостью преодолеть обрыв, то через этот обрыв нужно нарисовать мост. В менее серьезных случаях могут помочь простые изменения в гигиене сна. Прежде всего, ежевечерние ритуалы, теплая ванна, спокойная музыка, ароматические свечи, которые помогут расслабиться и настроиться на нужный лад. Также обязательно проветривайте комнату, спите в удобной одежде, не пейте на ночь кофе и, если необходимо, купите ночник. Важно увидеть психологический процесс, который стоит за сном. Как правило, осознать внутренний конфликт или задачу, которая стоит перед человеком. Сон — это союзник. Он подсказывает, что нужны какие-то изменения в нашей реальной жизни. Полезно поразмышлять над инструментами психологической защиты, которыми вы обладаете, над тем, достаточно ли их. На все есть свое объяснение, и даже то, что нам снятся кошмары, есть на то свои причины. Хотелось бы пожелать каждому самого важного — это здоровье, ведь если оно в порядке, то и никакие кошмары не станут одолевать вас. Огромное спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, какие кошмары снились именно вам. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал и на Telegram еще. До новых встреч, друзья. Пока.